Друзья, всем привет! Канал Young Fishers на связи. Недавно мы решили пройтись по рыболовным магазинам, чтобы приобрести себе какие-то новые обновки на рыбалку. В сегодняшнем видео я предлагаю вам посмотреть и обозреть, так сказать, самые наши новые и основные приобретения в рыбацких магазинах. Сразу же поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите в комментарии, ждали ли вы новую рубрику, новую часть наших обновок, чуваки, потому что последний видос был, наверное, года 2 назад, как не больше. Поэтому, чуваки, за возвращение очень крутой рубрики влепите лайкос. Но мы будем начинать наши обновки. Итак, чуваки, на моем рыболовном столе вы можете наблюдать различные вещи рыбацкие. И мы начнем по порядочку. Но сейчас я расскажу в общем виде про них. Наше приобретение, супер дорогая прикормка, ребят. Универсальная, вкус универсальный, то есть на любую рыбу, карась, густера, плотва, себель, в общем, мы будем ее использовать абсолютно для многих наших рыбалочек, будем подмешивать, возможно, даже мы будем использовать ее на нашей зимней рыбалочке. Следующее, не менее важное приобретение, это рыбацкие ножнички, которых у нас, к сожалению, нету. Мы постоянно используем для того, чтобы обрезать леску, мы используем ножи какие-то там на камнях, а это приобретение очень будет полезно для нас, потому что это ножницы, которыми очень легко обрезать леску. Я их прикрываю сейчас. Следующая не очень интересная наша обновочка, новая катушка, но к ней мы перейдем немножечко попозже. Также, ребят, новая пачка силиконовых приманок флагман для спиннингов, для ловли на спиннинг, на щуку, на окуня, возможно, на судака. Стопорки, две пачечки стопорков. Новая блесенка тоже для ловли, как раз в такой осенний, холодный, такой пасмурный период. Вот такая вот блесенка. Органайзер как раз для таких вот блесенок, чтобы их вот сюда вот складывать. И было удобно перемещаться, чтобы не брать с собой весь ящик со своими всеми рыбацкими принадлежностями. Просто взял, сложил сюда в органайзер парочку приманок, которые ты хочешь именно сегодня попробовать. И идешь, и оно простое и легенькое. Ну и также самое наше основное приобретение — это новая удочка, новое удилище. Скорее всего, будет оно выглядеть вот так: новая катушка и новое удилище. Но к этому всему мы перейдем в следующем кадре. Итак, ребят, думаю начать наш обзор наших обновок. Думаю начать с самого сочного, самого, так сказать, дорогого нашего нового приобретения — катушки от компании Шелест. По дизайну смотрите, какая она синенькая, красивенькая. Здесь везде Шелест 3000, Шелест. Смотрите, вот эта рыбка ихняя, очень красивый дизайн. Приступим к ее характеристикам. Придаточное число 6 стабильных шарикоподшипников и плюс 1 рамковый подшипник. Сверхлегкий тонкий корпус из карбона, сверхлегкая конструкция ротора, мгновенная антиреверсированная система, алюминиевая шпуля с новым дизайном кромки для лучшего качества литья. Для нас это очень важное и дорогое приобретение. В особенности важно, потому что мы очень часто ловим на дальняки, закидушки, где очень нужны качественные катушки, чтобы они выдерживали крупную рыбу. Вот такая вот вы можете посмотреть коробочка. Здесь написаны ее характеристики, кому нужно, переведите, но я их уже озвучил, я их сам перевел и озвучил. И вот ничего нового в этой катушечке нету, только вот это вот можете поставить на паузу, и те, кто понимают в этом, обязательно можете посмотреть и написать в комментарии, хорошая катушечка или нет, нравится ли вам или она или нет. Но мы перейдем к следующей. А следующая у нас на обновке на очереди новая прикормка от компании Fisherman. Универсальная, перевожу для тех, кто не знает украинского. Да, сейчас будет очень нехорошо для русских, которые не знают украинский, для людей. В общем, ровно 1 килограмм прикормки универсальной. Эта прикормка пойдет и на карася, и на густеру, как вы видите, вот они нарисованы. Также мы будем ее использовать по-любому на зимней рыбалке. Вот, для тех, кто, может быть, знает. Ни в коем случае не есть. Ну, ребят, вы же не рыбы, вы же люди. И срок придатности около 12 месяцев с даты изготовления.
Тоже очень не менее важное приобретение. Будем его обязательно использовать. Будем месить ее обязательно. Когда мы будем ее использовать, я обязательно покажу. И чтобы вы вспомнили, так сказать, этот видос. Когда на следующей рыбалке, ну и как сказать, на следующих наших будущих рыбалках мы будем обязательно использовать эту прикормку. Погнали к следующей. Итак, чуваки, скорее всего, это будет второе по важности наше приобретение. Новое удилище, новое спиннинговое удилище. Мы будем его использовать для того, чтобы забрасывать наши прикормочки, наши кормачки, забрасывать на карасика, на густеру, на леща. Ну, в общем, на всю рыбу, которую мы ловим на дальняки. Вы прекрасно знаете, что мы ловим лещей на дальняки, подсказочка где-то здесь вылезет. Обязательно пересмотрите старые видосы, ребят. В общем, вот новое удилище. Сейчас я разложу. Почему бы и нет? Разложу. Вот такой вот здесь, как и на всех удочках, колпачок. Почему бы и не разложить? И сейчас просто берем и раскладываем. Смотрите, какая тоненькая, смотрите, какая. Самое главное, то что это супер легкое удилище. В длину оно 2 метра. 2 метра, да, 2 метра. В длину оно, конечно, все в кадр не поместится. Но я вам раздвину и хочу показать то, что вот я держу удочку раздвинутую. Смотрите, оп, аккуратно чуть не ударился в стену. Ну вот, смотрите, короче, оно даже в кадр не помещается. Ну, в общем, супер легкое удилище. Я вот держу тут, оно вообще легенькое. Супер легенькое удилище. Ну, очень, ну, например, появилась идея. Можно же даже прицепить сюда снастку на себеля и ловить себеля даже. Прицепить вот эту катушечку и кидать подальше. Отличная идея, ребят, только что пришла в голову. Супер легкое удилище, удобно будет, рука не будет уставать. Даже можно закинуть и держать в руках, потому что оно супер легкое, руки вообще никак не будут уставать. Можно и левой, и правой рукой держать. И удобно здесь вот эта ручечка с пенопласта сделана или из чего-то этого сделано, что тут рука точно уставать не будет. Ну, круто. Самая основная информация об этом удилище. Сейчас вы можете видеть у себя ее на экране. Здесь написано лещ. Вот небольшими буквами лещ написано. Вот вся информация об этом. Немножечко вас обманул. Не 2 метра, ровно 2,10. Вот я разложил полностью удилище. Я постарался как-нибудь настроить и найти ракурс подробный, чтобы вы посмотрели, насколько... Ну, вот это удилище в отношении с моим ростом. 2,10 метра в этом удилище. Очень легенькое удилище. Оп, смотрите, оп, сейчас вас поймаю на крючочек. Смотрите, оп. Вот так вот можно стоять, в принципе, рыбачить. Разговаривать с кем-то на берегу там и тягать цибелей или же еще какую-то рыбку, какую-то другую. Вот оно складывается так. Очень крутое наша новая, очень крутая обновка, очень полезная будет. Много рыбы мы на нее поймаем. Ага, ребят, удилище посмотрели, а то, что цеплять на удилище, так и не посмотрели. Перейдем к этому, именно к этому. Вот у нас блесна. Это мы ее купили, не помню уже за сколько, но посмотрите, она, конечно, не в очень хорошем состоянии, потому что мы покупали ее на рыбацкой барахолке. Как я сказал в начале видоса, мы ходили по рыбацким магазинам, также ходили на базар, на барахолку и купили вот такую вот колебалку, блесну. Напишите в комментарии, кстати, как она называется. Здесь немножечко крючочек поношен, но он красный, самое главное. Тут тоже не очень-то и видно, но... Вот, может, 222 грамма, кстати, видно еще. Компанию, конечно же, не видно, но вот такая вот. Ай-яй-яй, уже зацепился пальцем за нее. Ну, вот такая вот, цепляй и веди. Интересно, как она будет играть в воде. Очень интересно будет. Но если когда-нибудь, чуваки, накидайте лайков, чтобы вышла именно рыбалка на спиннинг. Если я увижу большую активность, то обязательно когда-нибудь я сниму видос, как мы именно рыбалка на спиннинг, с лодки, может быть. Короче, большая активность под этим роликом, обязательно будет новое видео летом или же весной про спиннинг. Следующая обновочка, 2 пакетика стопорков, вы можете видеть, стопорки для поплавка. Вот, здесь что это такое? Так, это чтобы открывать. Здесь вы можете видеть, ходите, остановите, почитайте, по 6 штучек в каждом наборе. В общем, стопорки для поплавка, о нем мне нечего много говорить. Перейдем к самому, так сказать, не менее интересному. Новые рыбки для спиннинга, ребят.
Я, конечно, рыбачу на спиннингах не так часто, но таких рыбок, ну, мне нравятся они, коллекционировать, я их обожаю просто. Флагман, посмотрите, ребят. Вот, все характеристики можете остановить и также посмотреть. Здесь внимание. Ну, здесь плохо его видно, из-за света даже я плохо вижу. Вот, отличные рыбки для спиннинга. Поэтому еще одна надежда. Если же вы проявите большую активность именно с этой рыбки, и начнем мы нашу рыбалку на спиннинг. Ну вот, ребят, органайзер, вот как и написано, органайзер. Ну, у кого как оно называется, ну, в общем. Сюда просто вот, он максимально легко открывается. Сюда закладываешь вот такие подобные блесенки. Закрываешь здесь. И идешь себе на рыбалку, рыбачишь, пришел на берег, открыл, достал блесенку, подцепил. Очень удобная штука, чтобы не таскать за собой большие ящики. Просто взял вот этот маленький органайзер и пошел себе. Он немного так, ну, немного в себе вмещает вот этих ячеечек. И будет немного места занимать, не будет таким тяжелым и очень удобно. Так, ребят, также очень для нас важное приобретение. Рыбацкие ножницы, ребята, рыбацкие ножницы. В связи с тем, что у нас очень часто что-то запутывается, что-то отрывается, что-то надо перевязать, что-то надо добавить, что-то надо укоротить. В общем, эти ножницы будут нам очень в приключении, понадобятся очень. Потому что, смотрите, какие они удобные. Они, смотрите, специально сделана какая отсветка, чтобы если вдруг она упала в воду, ой, не в воду, а в траву, их можно было найти супер яркий токсичный цвет. Покрашены они, именно эта коробочка, футлярчик, так сказать. И очень легко достал, они тоже, ну, мало места занимают, они очень легенькие. Вы просто оп, нажал, все, и ты отрезал, оп, нажал, отрезал леску, когда там надо, укоротил или еще что-то. Очень полезная штука, ребят, советую каждому приобрести, ну, именно рыбакам, потому что без такой штуки вам будет очень худо. Но мы наконец-то смогли приобрести такие ножнички, а то раньше мучились постоянно, то ножи какие-то обрезали, то откусывали, а вот сейчас мы будем теперь пользоваться, так сказать, профессиональными средствами, профессиональными ножницами. Ну что ж, ребят, вот такой вот у нас обзор наших новых покупок подошел к концу. Вот такой вот у нас сегодня он получился. Я все собрал на место, потому что я то туда откладывал, и оно как-то все не разберихи било. Но сейчас я вновь собрал все наши покупки вместе. Я надеюсь, ребят, вам этот видос понравился. Вы поддержите его лайком. И обязательно влепите лайк за возвращение легендарной рубрики. Потому что последний видос был ровно 2 года назад, ребят. Непорядок. Я тоже с вами согласен. Поэтому влепите лайк за возвращение новой рубрики. Подпишитесь на канал, рассказывайте друзьям о нашем канале. Очень приятно, когда вы поддерживаете большой активностью наш канал. Спасибо вам большое, ребят. Ну что ж, с вами был Владик и канал Young Fishers. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. Скоро будут новые видосы. Как только сойдет лед, сразу же ждите новых роликов по рыбалке. У нас сейчас пока что не очень погода для льда. Ну что ж, всем удачи, всем пока и до новых встреч, ребят. Пока-пока.